Приветствую всех ищущих знаний. Я Алиса, учащийся клинический психолог, и я здесь, чтобы делиться тем, что я нашла в поисках ответов на свои вопросы. Сегодня я обязательно поделюсь идеями, мыслями философов, психологов, врачей-психиатров на очень злободневную тему, и это отсутствие близости в контактах с окружающими. Я надеюсь, то, о чем я сегодня расскажу, будет полезно как подросткам, встающим на выбор своего жизненного пути и продирающимся сквозь лес сложностей, так и взрослым, которые потерялись в этом гигантском, летящем на бешеной скорости мире и не испытывающим необходимой поддержки и близости от окружающих. Бывает так, что вы сталкиваетесь с чем-то болезненным и серьезным, какой-то страшной, травмирующей ситуацией, нелегким выбором, несправедливостью или болью, а рядом нет ни души, как будто всем наплевать на то, что с вами происходит, как будто никому нет дела, ни близким, ни коллегам, ни друзьям. Вы один на один с ситуацией, которая ветром хлещет вам в лицо, а сзади нет того, кто хотя бы сможет взять за руку, если не подставить плечо. Первая иллюзия в момент острой боли – ощущение, что так будет всегда. В свое время мне было бы важно услышать, что мои чувства важны и острота проходит, но рядом, к сожалению, не было человека, который мог это сказать. Поэтому я скажу это тем, кто оказался в подобной ситуации, когда некому приободрить, выслушать, просто быть рядом, а возможно сказать мудрое слово. Очень важно то, что вы умеете чувствовать. Именно это и отличает вас от письменного стола. Именно это делает вас человеком. Я ценю ваши чувства сейчас. Мне жаль, что с вами это произошло. У кого-то это тяжелая потеря супруга, парня, отношений. У кого-то матери, отца, бабушки. Иногда эта потеря не физическая. Человек жив, здоров, просто он больше не может идти вместе с вами по вашему пути. Иногда это потеря физическая и очень много груза от невозможности что-либо изменить. У кого-то это потеря близкого друга или подруги. Вы дружили так долго, месяц, год, 10 лет, 20 лет. Вне зависимости от того, сколько прошло времени, это всегда больно. Если вас предали, если просто без объяснений ушли, если разразился страшный скандал, если не происходило ничего, если происходило все, если даже просто вы не можете жить на прежнем месте, ходить на любимую работу, вынуждены жить в другой стране или вообще чувствуете, что теряете себя, это также больно. Если вы потеряли смысл, невозможно мерить количество боли сложностью ситуации. Каждый ее чувствует так, как умеет. Простых ситуаций нет. Возможно, стоит прожить эти чувства, осушить озеро страданий. У кого-то это будет море, у кого-то мировой океан. Могут потечь слезы, а можно не ощутить ничего. Можно принять свои чувства. И часто это чувство обиды на себя, что ничего не можешь изменить, чувство злости на другого или других, кто вас покинул, чувство грусти и глубокой утраты этого человека, людей, ситуаций, мечты, в которую бесконечно верил, смысла, который так искал. Главное, не давите эти чувства в себе, не стыдитесь их, не складируйте в собственную морозилку сердца, не бетонируйте землю, на которой они растут. Не вырывайте с корнем, не уничтожайте, а главное, не принимайте решений поспешно, сгоряча, со всего маху. Важнее то, что у вас есть чувства. Очень часто, когда к психологу или даже просто к товарищу, родственнику человек приходит с проблемой, он неосознанно или даже сознательно хочет получить таблетку от боли. Что мне такого сделать, чтобы ее не чувствовать? Забыться, уйти, чтобы она была, но не сейчас,
Потом, когда у меня появится на это время, силы, ресурсы, возможности. При этом люди рационально достаточно хорошо понимают, что вернуть все как было невозможно, отменить ситуацию, вернуть все по местам, но, простите за тавтологию, чувствовать чувства не хочется. Это как будто бы небезопасно. Они незнакомы, они меня поглотят, они меня раздавят. Это то, что воспринимается как угроза, дискомфорт, и народное тело – то, что скорее мешает. В попытках уничтожить боль люди нередко уходят в аддикцию или зависимость. При этом они не хотят стать алкоголиками, игроманами, трудоголиками или созависимыми, но они ищут быстрое и эффективное избавление от страданий и, к сожалению, часто находят. А чаще это происходит как раз потому, что в трудной, кризисной ситуации рядом с вами не оказалось необходимой поддержки. Никто не протянул вам руку помощи, не от кого было почувствовать ни тепла, ни сочувствия, ни понимания. За всем этим скрывается очень многое, и я захотела распутать клубок, ведь важнее не то, как именно можно терпеть ноющую боль, а почему именно люди не хотят ее терпеть. И почему в мире резко стало мало доброты и тепла? Ведь чувства как раз нас людьми-то и делают. Я постараюсь, если не ответить на вопрос, что делать и как найти таких людей, которые вас поймут, то хотя бы предложить вам гипотезу, почему так может быть. Иногда знания о том, что волнует, уже приносят облегчение, ведь я знаю, что происходит, а значит смогу простроить свои выходы, а не быть раздираемым ветрами на 4 стороны. Нас всех объединяет время, в которое мы живем, эпоха и строй. Ученые называют ее постмодернизмом. Врач-психиатр Цезарь Петрович Короленко в своей книге «Психическое здоровье 21 века» пишет: «Мир объединяется и унифицируется, а сфера взаимопонимания и межличностной эмпатии сжимается до размеров одного индивидуума. Человек становится чужим среди чужих для него других. Современный мир эпизодичен, непостоянен, условен и случайен. То, что сегодня принято считать безусловно правильным, завтра может оказаться неправильным. Мы встречаемся с этим в культуре отмены. Происходящее неизбежно приводит человека к отчуждению, изоляции, возникновению экзистенциального страха, то есть достаточно глубинного страха, связанного со смыслами жизни, ценностей, своих действий. Постмодернистское общество характеризуется отчетливой дегуманизацией или расчеловечиванием личности, подменой глубины собственных смыслов на бесконечное достигаторство, подвешиванием все более новых морковок перед человеком, чтобы он шел за ними, даже не задумываясь зачем. Ирвин Ялом, блестящий доктор медицины и профессор психиатрии, писал, что однажды люди перекладывали камни с одного края поля на другой, и как только перетаскивали последний камень, начинали работу сначала. Так день за днем, год за годом, пока один безумец не отделился от всех, не оторвал взгляд от процесса, осознанно посмотрел на свой камень и задал важный и крайне сложный вопрос: «Зачем? Зачем это делаю я и зачем это делают другие?» Наш современник, доктор биологических и филологических наук Татьяна Владимировна Черниговская часто на своих лекциях спрашивает: куда мы так разогнались, зачем спешим? Новые гаджеты, новые технологии, новые скорости, бесконечный бег инноваций, возможностей, изобретений, когда раньше между изобретениями проходил не один десяток или даже сотня лет, а сейчас новое открытие уничтожает другое за одну неделю. Для мозга это не может пройти бесследно. И я бы сказала, и для психики тоже. Во всем этом нет природы, нет места для чувств или человека. Он должен быть стрессоустойчивым, работоспособным, даже иной раз слишком работоспособным, желательно еще приносящим работу домой, чтобы доделать ее на выходных. Он должен быть эффективным и прочным винтиком в одной гигантской системе под названием постмодернистический социум. У него не должно ни на что хватать времени, тем более на чувства. Чувства в принципе нежелательны.
На них нужно тратить время, психические ресурсы, а это все неэффективно. С каждого ролика, рекламы или фотографии на нас смотрят идеальные люди с идеальными квартирами и лозунгами «Добейся успеха», «Стань лучшей версией себя», «Стань умнее, выше, сильнее, красивее, богаче». Они услужливо нам подсовывают свои смыслы жизни. Еще в 1983 году Монтегю и Мэтсон писали в своих научных работах: одним из феноменов постмодернистского социума является потеря злом своего прежнего обличия. Внешне оно выглядит не как зло, потому что не проявляется признаками, на основании которых люди привыкли распознавать его как таковое. Зло теряет рога и другие внешние дьявольские атрибуты. Надевая маску банальности, оно выглядит как привычная повседневность. Предлагаются две формы дегуманизации, включающие в себя отказ другим в двух различных ощущениях человечности, характеристиках, которые являются уникальными для человека, и тех, которые составляют человеческую природу. Отрицание уникальных человеческих качеств у других представляет их как животных, а отрицание человеческой природы представляет их как объекты или автоматы. Вы только вдумайтесь в это. Расчеловечивание живого человека в объект и как раз и означает бесконечную демонстрацию правильности античувствительности. Тебе хочется плакать, но тебе надо идти на работу. У тебя депрессия, но малышей нужно вести в сад или школу. Ты хочешь изучать живопись, но у тебя никогда не хватает на это времени. У тебя нет времени на собственные чувства. Насыщенность жизни, обязанностей и действий мешает тебе их проявлять в полную силу. Иногда это просто становится невозможным. Социум постоянно твердит тебе: подбери сопли, соберись, тряпка, да это все ерунда, обесценивая раз за разом твои чувства в лице мамы, папы, собственного мужа, детей, коллег по работе, бизнес-тренеров, коучей. Всю жизнь нужно строить правильно. В современном мире нет места на ошибку. Тебе нужно иметь идеальное тело, и ты ходишь в спортзал, хотя ненавидишь это делать. Тебе нужно хорошо зарабатывать, чтобы поддерживать социально одобряемый уровень жизни, и ты мало видишься с детьми, с мужем, пропадая на работе, делая карьеру, или даже просто перебиваясь от зарплаты до зарплаты на нелюбимой работе. Тебе нужно любить себя и выстраивать личные границы с другими, иногда до такой степени, что уже проще просто не пускать никого в свою жизнь, а то вдруг натопчут. Иногда накатывает волна грусти или тяжести настолько, что хочется набрать другу или хотя бы знакомому, собственной маме, но на том конце провода вечно занято. Людям некогда. Они добиваются своей морковки, и ты вынужден проглотить свои собственные чувства, ведь они попросту никому не нужны. Это не является нормой. Еще Джон Болуби в своей теории привязанности писал, что абсолютно нормально, если друг позвонил тебе со своей болью, у него что-то случилось, он пожаловался на какую-то ситуацию, ему нужна твоя забота и поддержка. Или наоборот, позвонил поделиться своей радостью, что он сменил работу или отправляется в путешествие, но в современном мире нет места для эмпатии и сочувствия. Человека с просьбой о помощи мы записываем в нытики, энергетические вампиры, а радующегося в хвостуна, который лицемерит или с жиру бесится, и начинаем с энтузиазмом чистить свое окружение. Нужно не забывать, что можно почистить ковер или диван, но как можно почистить живого человека, сложную, грандиозную структуру, ведь у него есть чувства. Мы сами разодушевляемся и разодушевляем других, становимся объектами, некими биологическими машинами, заточенными на некие правильные ценности и убеждения, которые нам диктует социум. И действительно, возвращаясь к ученым и врачам, мы видим, в какой прогрессии с каждым годом растут личностные, читай психические расстройства, неврозы, депрессии. И чем выше уровень и качество жизни, к которому мы все так отчаянно стремимся, чем выше скорость этой жизни, на которой мы несемся,
тем их становится больше и больше. Появляются новые типы, новые классификации, а справочники болезней по типу МКБ или DSM не успевают пополняться новыми диагнозами. У людей, сталкиваясь с самого детства с отвержением близких, обесцениванием собственных чувств и эмоций, формируется потребность в защите от этого, а базовое доверие к людям и к этому миру в целом разрушается. По мнению Магуайр, постмодернистская культура содержит в себе резервуары травмы, гнева и страха. И понятно, что в попытках обезопасить себя нарушаются важнейшие психические структуры. Например, такие как нарушение аттачмента. Это долгосрочная психологическая связь, которую мы развиваем с другими людьми, основанная на нашем опыте и восприятии безопасности и поддержки. Это врожденный драйв, стремление к отношениям любого характера, не обязательно романтического. Оказывается, это человеческая норма, но множество из вас слышит из экранов о чистке окружения, жизни одному или одной, самоценности, индивидуализации, необходимости побыть в монаде, читай в одиночестве. Только проблема в том, что у многих эта монада попросту не заканчивается. Если аттачмент не был сформирован в первые 7 месяцев жизни правильно, то возникает его нарушение, при котором дети, подростки и взрослые оказываются неспособными к развитию эмоциональных привязанностей к другим людям, к животным, к каким-то ситуациям, объектам, явлениям. А так вполне может быть, если ваша мать совмещала карьеру и материнство, подолгу оставляя вас на няню или бабушку, или родила вас на фоне тяжелого разрыва, развода, послеродовой депрессии, которая фактически существовала, но должного лечения не проводилось, и многих других факторов. Конечно, важно отметить, что даже если вы обнаружили некоторые факты у себя, не обязательно, что у вас непременно будет это нарушение. Нужно подходить объективно, исследуя это со специалистом. Основной особенностью носителя является феномен человека без привязанностей, с присущими ему особыми психологическими чертами, а именно, у него могут быть налаженные социальные связи, хорошие отношения с родственниками, товарищами и друзьями, но не формируется глубокая потребность в общении с ними. У человека нет сильных переживаний из-за произошедшей ссоры или факта разрыва отношений. Прекращение контакта переносится легко, без душевных страданий. Ощущается внутренняя отчужденность, потребность в большом количестве личного пространства. Такие люди могут агрессивно воспринимать чужое, слишком напористое дружелюбие. То же происходит, если аттачмент был сформирован, но с течением жизни происходили травма за травмой. По-простому, человек часто сталкивался с обманом, ложью, манипуляцией, предательством, и в глубине себя он попросту решил отключить свои чувства не только по отношению к другим, но и к самому себе. Нужно только отметить, что цена, которую он за это заплатил, в долгосрочной перспективе необычайно высока. А это все непосредственно влияет на установление качественных, близких отношений, как дружеского, так и романтического характера. Еще Аристотель писал: «Дружба – это один из самых ценных даров, который может подарить жизнь. Это привязанность друг к другу на основе любви и доверия. Дружба дает нам силу, которая не может быть получена иначе». Он различал 3 вида дружбы: дружбу, основанную на взаимной пользе, дружбу, преследующую удовольствие, и дружбу, основанную на добродетели. Первые 2 вида дружбы являются низшими. Здесь люди любят не друг друга, а только ту пользу или то удовольствие, которое достигается в их общении. Такая дружба не может быть продолжительной, так как с исчезновением пользы или удовольствия исчезает и сама дружба. Истинная дружба – это дружба, основанная на добродетели или эмпатии. И данная теория подтверждается практикой. Вспомните своих одноклассников, сокурсников, партнеров по спорту или кружку. Вас всех объединяло вынужденное нахождение в одном помещении, общее дело, общая профессия или хобби. Но как только оно закончилось, а все когда-нибудь заканчивается, люди уже не стремятся спросить, как у вас дела, интересоваться вашей жизнью. Им просто все равно. У каждого своя дорога, на которой вам просто нет места. Все чаще формируется эмоциональная недостаточность, термин, появившийся в последние десятилетия,
Она заключается в том, что отсутствует стремление к формированию эмоционально значимых отношений, не представлены чувства долга, признательности и благодарности людям, которые проявляют участие, заботу, помогают справиться с задачами и трудностями, решать какие-то жизненные проблемы. Отношение к людям в целом носит жесткий, лишенный каких-либо моральных принципов манипулятивный характер. Психологические и физиологические проблемы и переживания других не только не вызывают адекватной эмоциональной реакции сочувствия, но могут сопровождаться появлением садистического удовольствия или даже безразличия. У них заблокирована естественная потребность в социальной кооперации и гармонизации межличностных связей. Они не думают о потребностях, мотивациях и чувствах окружающих, не переживают за их здоровье и благополучие. Выражаясь метафорически, у них нет внутреннего голоса, который мог бы направлять, руководить их поведением. Эти люди достаточно интеллектуальны, они знают правила социально приемлемого в данной культуре поведения, но игнорируют их, используя только те из них, которые выгодны в данной конкретной ситуации. Я, конечно, еще долго могу продолжать делиться своими открытиями в области психологии, медицины и философии, но в таком случае моя лекция затянется на много часов, а я обожаю говорить обо всем, что касается научной психологии. Поэтому, если вас что-то в этом видео зацепило, напишите мне об этом в комментариях, чтобы я могла снять на эту тему отдельный ролик. Или вы можете поделиться своей историей, своими мыслями, которые приходили во время просмотра. Мне будет очень важно увидеть все это и отрадно, что вы слушали. Хочется подытожить тем, что люди, не зная всего этого, идут в поисковик, пытаются задать Гуглу вопрос, как найти друзей или как встретить свою вторую половинку, как начать общаться с людьми. Им попадаются куча сайтов, статей, где написано: вам нужно всего лишь взять, выйти на улицу и пообщаться, займитесь йогой, походите на танцы, вы обязательно найдете единомышленников и друзей. Когда я это читала, я не могла удержаться от улыбки. Возможно, кому-то и правда повезет, и действительно будет так просто, но чаще всего люди уже знают, что у них так не происходит. Даже если они экстравертного типа, открыты, любят общение, то это не дает никакой гарантии, что другие захотят общаться с вами на достаточно близком, недистантном уровне. Проблема не в вас и даже не в этих людях. Я вижу в целом проблему в эпохе, в скоростях, достигаторстве, когда для биологии чувств просто не остается никакого места. Ведь функционировать в жестком, постмодернистическом обществе и оставаться чувствительным и эмпатичным человеком, способным выстраивать близкие, долгие, наполненные чувствами отношения, невероятно сложно. Поэтому, пожалуйста, чувствуйте и хорошее, и плохое, переносите свои чувства легкие, глубокие, тяжелые или радостные, хотя бы с небольшим осознаванием того, что это вас, собственно, и делает людьми. Ведь если вы можете почувствовать свои чувства, вы сможете откликнуться на близость, душевное тепло, искренность другого человека, и эмпатии в этом мире станет намного больше, ведь изменения начинаются с вас. И даже если вы думаете, что пусть меняется он, или этот, нет. Если не изменитесь вы, никому не будет до этого дела. И закончу словами Анатолия Ефремовича из картины «Служебный роман». Поплачьте, вам это полезно. Может, если вы еще способны плакать, то не все потеряно.